24 сентября, день первый. Сегодня мы проехали маршрут от Симферополя до Волгограда, через Тамань, Усть-Лабинск, Сальск, Кропоткин, Тихорецк. Я же вам мешал там все непоследовательно. Вот. Ну, поехали не по платке, а поехали вот по этим аулам различным, чтобы посмотреть настоящую Россию в ее теперешнем виде. 1200 километров получилось, упарились, конечно. Сейчас вот тут сидим, выпили пивка и собираемся, наверное, просто рано-прирано лечь спать. Решили для себя освоить новый способ путешествия. Автопробег, этакий, заездом в некоторые города и попыткой там по ним походить, за 3-4 часа какое-то ставить впечатление. Вот, маршрут составлен большой, сейчас весь перечитать не буду, потом по мере прохождения буду озвучивать. Вот, составлен он не только там с какой-то исторической точки зрения, но и так, чтобы посетить всех там своих друзей и родственников. Вообще он проходит по такой исконной этой русским старинным землям, вдоль реки Волга, потом река Вятка, ну и потом перекидываемся к городам Золотого кольца, там Ярославль, и выходим снова на Москву. А когда еще в Симферополь, ну уже будем думать, когда вернемся. Еще одно интересное впечатление. Ну, ехали ночью, поэтому половины пути, конечно, не видели. Может быть, и хорошо, что не видели. Вот. А вторая половина пути, которую ехали уже днем, это сплошные хозяйственные поля. Поля. Ну, прям чуть ли это самое... Никогда столько полей не видел, как будто бы какие-то фильмы советские там про историю какого-нибудь становления колхоза просмотрел. Вообще начинал путешествие с некоторым опасением, вот, что меня наша центральная Россия очень сильно разочарует, и, может быть, не надо вот это вот было ездить, соваться, вот это вот свой пятак совать в эти колхозы, спаханные земли и все прочее. Надо было ехать сразу в Москву. Да, вот хотелось так смолодушничать и по-быстренькому в привычный свой среду обитания посетить там коллег, поболтать с ними, там выпить, ну и потом поехать домой. Но нет. Все-таки мы все тут, несмотря ни на что, втроем путешествуем, и вот решили испить эту чашу до дна. Посмотрим, чем это закончится. Ну, пока, конечно, впечатление тяжеловатое. Не знаю, первый день прошел тяжело. Завтра, наверное, будет лучше. Мы вот сейчас в Волгограде, и завтра планируем по нему прямо плотно походить, погулять, посмотреть, что Мамаев курган, центр города как следует осмотреть, и обязательно съездить на плотину Волжской ГЭС, тоже посмотреть, как там. И начался второй день нашей увлекательной путешествия. Сегодня у нас в планах посмотреть Волгоград, до вечера походить. Посмотрим сейчас. Начнем от собора Александра Невского, поедем туда, на набережную, на Волжскую ГЭС. Ну, посмотрим, что получится. Погодка немножко начинает портиться, пока прекрасная, но уже холодный ветер. Похоже, будет холодать. А вечером прямо подкрепиться и поедем ночью уже вдоль Волги, Саратов, Сызрань. И надо доехать до Казани завтра будет. То есть все это одним куском, без заезда в гостинице. Наверное, будет немножко тяжеловато, но ничего, я думаю, что мы еще выдержим. Так, приехали мы в центр посмотреть на собор Александра Невского. Это, я так понимаю, уже собор послевоенной постройки. Ну, выглядит красиво, кирпичиком все. Ну, как-то совершенно пустынно, вообще никакого движника вокруг него не видно. Там верующие туда-сюда почему-то не ходят. Он тогда, наверное, больше парадный, скорее, действующий. Может быть, потому что рабочий день. То мы
Сейчас пойдем вот в сквер, вот сюда вот, где вот этот обелиск, и пойдем ниже туда, сходим к Волге, выйдем на этот речной вокзал, посмотрим, что там происходит. Вторая, ну, не Великая Отечественная, это... Напротив Александра Невского собора находится еще вот такой вот обелиск. Это еще гражданская война. Вот такой сквер, который идет в направлении Волги. Здесь вот еще расположен вечный огонь. Стоим, на него посмотрим. Огонь горит, все хорошо. Все ближе выходим к Волге. Сейчас пойдем по набережным гулять, по всяким. Вот интересный фонтан с памятником. Судя по всему, это сейчас актуальная очень межнациональная тематика. Белорусы, украинцы и русские. Надписей никаких нет, но прически, элементы прически и одежды явно говорят о том, что это вот памятник национальному единству русских народов. Это речной вокзал, первый выход к Волге. Волочка. Вообще в районе вокзала совершенно пустынная набережная. Никого нигде не видать. Вокзал двухъярусный вот такой. По этому ярусу просто погулять можно. Вся посадка, причалы тут с нижнего яруса. Вон Наташка тут гуляет. Славик. Ну мы сейчас пойдем по нижнему ярусу. Пройдемся вот туда до первого причала. Вернее, не причала, они называются почему-то плесами. Какой-то Волжско. Этот матросский жаргон какой-то местный. Ну, будем называть плесами, раз так положено. От набережной, как и от собора Александра Невского, осталось, конечно, впечатление об огромных монументальных площадях, постройках и совершенно никакого движения. Совершенно все пусто. Явно это рассчитано на какой-то огромный движняк. Все эти причалы, плесы, как называемые, их тут что-то 20, по-моему, с лишним. Все сделано монументально. Вот одни кранцы для причаливания. Это же какое-то просто техническое совершенство. Чугунные, отлитые, бетон, блин, закрученный намертво. И во всей этой монументальности совершенно никого нет. Нет какого-то движняка, кораблей, блин, катеров. Тут 1-2 всего проплыло. Странно. Весьма странно и оставляет совершенно непривычные вот эти ощущения. Пустынно даже, я бы сказал. В конце набережной набрели вот на такой музей за стеклом, где находится бронекатер номер 31
который на самом деле участвовал еще в сталинградских сражениях. Как подняли его с дна Волги, так как поставили под стекло. Теперь на него можно посмотреть. Очень интересно сделано, прям на берегу Волги. Так красиво, аккуратно. Здоровски придумали. Набережной поднялись. Еще вот какой-то мемориальный комплекс, я не знаю, как он называется, посвященный Сталинградской битве. Еще очередная порция монументальности. Но монументальность оказалась платной, не пошли мы. Хотя вот хотелось, конечно, посмотреть остатки вот этих руины. Это единственный ценный экспонат, который мне хотелось посмотреть. Вот здание видно, кирпичное, обломок трубы. И посмотрим отсюда. А тут вот мы наконец нашли первый в Сталинграде бюст Сталина. Ну, это явно восстановлено, что-то свежевылитое уже, современное, даже не послевоенное. Ну, пока это единственное вот упоминание об этом человеке в городе. Небольшой парк очередной, как с набережной выходить. Здесь вот заинтересовало такое вот фонарное зодчество советских времен еще. И вот такая лесенка. Сейчас пойдем наверх. Еще немножко монументальности сталинградской. Это какой-то театр. Волгоградский муниципальный музыкальный театр. Вот такой он. Вот с такими, блин, основаниями, колоннами, лестницей. Ну, это все дело так переходит плавно в скверик. Это можно пройтись по всей набережной, сходили на этот музей Сталинградской битвы, пошли туда. Сейчас будем возвращаться на базу и переезжать на Мамаев курган. Еще одна Тут это очень сильно было, это красивая летая табличка, блин, произведение искусства просто. Возвращаемся уже на базу. Опять проходим мимо этого монументального собора. Надо запечатлеть. Большая площадь загороженная, машин поставить нельзя, а можно так вот пройтись. Ну и отель 5 звезд Волгоград. Мы долго в Сталинграде искали бюст Сталина, вот, который был бы еще советского времени изготовления. Вот, нашли наконец-то. В всем городе Сталин никак не отмечен. Но это еще в советское время все эти бюсты были, сносились. Интересно, что хотя бы один остался. С центра от этого Александра Невского, с набережного, переехали вот на Мамаев курган. 6 километров, быстро доехали, 10 минут. Пройдем сейчас по кругу, ну, конечно, обязательно центральный монумент посмотрим. Да, где-то остался часик времени на все, про все.
облачный фронт движется. Похоже, наш хороший походе приходит конец. Так. Мы сейчас спустились в нижнюю часть кургана. И, конечно, осмотр нужно начинать именно с нее. То есть нужно снизу подниматься, проходить через эти памятники, центральной лестницы, заходить в этот павильон, нет, павильон плохое слово, заходить в это вот круглое большое строение, где горит вечный огонь, проходить его по кругу и потом уже подниматься к скульптуре Родина Мать. Ну, мы, конечно, этого не знали, поэтому поступили наоборот. Мы поднялись туда наверх на машине и, получается, спускались сверху вниз. Тут аллея скульптур. Мне понравилось, как сделаны сюжеты и вообще сами скульптуры. Сейчас быстренько пробегусь вдоль нее. Каждая скульптура продумана, для каждой создан свой сюжет, выполнена хорошо. И между всеми этими скульптурами сохраняется общность стиля. Это, конечно, не эти вот бронзовые серебряные солдаты, которых отлиты тысячи, они воткнуты там везде, где только можно было их воткнуть. Это аллея с скульптурами, ну, мне понравилось. 67-й год работы. Последняя. Солдаты выбрасывают гидру и свастику. Приехали на плотину Волжской ГЭС. Вот она. Вот. Передача идет электроэнергия. Не знаю, сколько это, 330 или это 700 киловольт. Все, последняя точка наша в Волгограде. Мы сейчас едем. Сызрань, на Казань, будем ехать всю ночь, завтра еще будем ехать полдня. Не знаем, как это получится. Среди членов нашей команды есть сомнения, что мы проедем всю ночь. Вот, и будем потом еще в Казани способны сомнений нет, ходить. Нету желания. Понятно. Погода немножко портится. Сейчас поедем дорогу. Ехать желание только. Волгоград, конечно, оставил впечатление Москвы где-то 80-х годов. Все большое, широкое, монументальное, с легким налетом заброшенности. Но разрухи не видно. Москва 80-х. Вот прямо напрашивается такое сравнение. Рассвет третьего дня мы встречаем на берегу Волги. Вчера вечером часов в 6 выехали из Волгограда, всю ночь ехали и приехали затемно еще где-то часа в 4 в Сызрань. Прокатились по ночной Сызрани, не впечатлило совсем почему-то. Вот, выехали, нашли какой-то маленький пляжик, выехали на берег реки, встретили закат. Ну, сейчас поедем дальше, культурную программу выполнять. Ну, пока еще вот очень холодно для нас, нашей летней одежки, где-то градусов, наверное, 6-7.
Утренняя Сызрань. Все еще холодно. В всяком случае для нас. Все закрыто. Мы еще хотели найти торт паутинка. Но, наверное, это надо гулять чуть часа 3, пока что-нибудь начнет открываться. Полезем на Кремль Сызранский, слазим. Наверное, где-то есть другой вход, но мы почему-то не нашли. Полезли вот так вот. Так. Вот мы уже наверху. Вот это вот, как, по-моему, Спасская башня называется. Посмотрим поближе. Да, ну, посмотреть особо нечего. Вот это вот Спасская башня Сызранского Кремля, которого самого Кремля не существует уже давным-давно. Вот этот знаменитый черный бык на гербу. Вот, но когда подходим поближе, то видим, что вот тут нижний пролет лестницы снят заботливо. Вот. Тут написано, что она работает с 11 до 16, то есть, может быть, потом лестницу ставят, кто его знает. Но все равно подняться туда просто так не получится, потому что входной билет без экскурсионного обслуживания 150 рублей за что-то, а полный билет 350. Ну, честно говоря, не знаю, за что тут хотят взять даже 150 рублей, блин. Совершенно непонятно, это какое-то жлобство сызранское. Вообще, блин. Так, обойдем сейчас ее с разных сторон, посмотрим. Я думаю, что на этом мы закончим наши сызранские эти путешествия. Да, посмотреть здесь вообще совершенно, ну, просто нечего. Было бы, конечно, потеплее, можно было бы сидеть на... Ага, вот она и лестница, вот она внутри, точно. Вот ее, наверное, и ставят по 150 рублей. Решил немножко поснимать старые такие здания еще. Что центр города, это улица Советская, бывшая улица Большая. Здания, конечно, конкретно подзапущены. Такое ощущение, что никто их с момента постройки не ремонтировал никогда. Так, по-моему, все и осталось. Сквер Аркадия Ростовского. Дойдем. На заднем плане еще достаточно интересный деревянный домик. Непонятно, правда, какого года постройки будет. Вот здорово. Еще чуток панорамы